сердце Нью-Йорка жил обычный мужчина по имени Джон. В средних лет его образ жизни был, казалось, простым, но в нем было что-то такое, что делало его уникальным. Это было единство с его верным другом, немецкой овчаркой Грейс. Они проводили вместе каждый миг, любя друг друга всей душой. Но жизнь часто преподносит неожиданные повороты. Их история началась в одном из аэропортов, где судьба решила разлучить их и заставить ждать друг друга целых 7 лет. Настал день, когда Джон и Грейс отправились в путешествие. Пес всегда был рядом с хозяином, его глаза светились преданностью. Они вместе проходили через все радости и горести, и теперь они готовы к приключениям. За окном самолета открывался прекрасный вид, а в сердце Джона билось ожидание новых впечатлений. «Ты моя опора, Грейс», — шептал он, поглаживая пушистую шерсть собаки. В ответ она смотрела на него с тем невыразимым доверием, которое может дать только питомец. Когда они прибыли в аэропорт, Джон почувствовал волнение. Он оставил Грейс вблизи стоек регистрации, чтобы получить посадочные талоны. Он обещал вернуться через мгновение, но, уходя, не оставил за собой никаких улик о том, что вскоре их разлучат. Грейс осталась ждать своего хозяина, окруженная движением людей и чемоданами. В ней вызревала тревога, но она не могла ни о чем думать, кроме как о том, что Джон скоро вернется. Спустя минуту Джон спохватился. Он спешил на последний рейс в Париж, но Грейс не могла его видеть. Его сердце било тревогу, когда он понесся к выходу. Его мысли были о том, что он оставил Грейс одну. Охранник сначала не позволил Джону подняться на борт, но после того, как он умолял его, тот, наконец, согласился. Джон почувствовал, как внутри него нарастает волна сожалений. Когда самолет взлетел, Джон осознал, что оставил Грейс одну, и его разум заполнился множеством тревожных мыслей. Как она, бедняжка, переживет это? Он проклинал себя за легкомыслие, которое привело к этой ситуации. С каждой минутой полета его отвлекали не виды Парижа, а образы Грейс, ожидающие его в аэропорту, как верный пес. Когда Джон приземлился в Париже, он все еще был одержим мыслью о Грейс. Он немедленно попытался купить билет обратно в Нью-Йорк, но следующего рейса не было. Время шло, а беспокойство нарастало. В сердце у него крутилась мысль: как же так он должен был быть рядом, чтобы защитить свою верную подругу? Неожиданно его внимание привлекла девушка, лежащая на полу без сознания. Джон поспешил ей на помощь. Он попытался поднять ее, но вскоре это привлекло внимание окружающих. В панике они начали задавать вопросы. К сожалению, его добрые намерения были неправильно поняты. Девушка пришла в себя и, ошибочно полагая, что он причинил ей вред, начала обвинять его. Скоро полиция прибыла на место происшествия. Джона быстро схватили, и он не успел объяснить, что произошло. Он молил о справедливости, но вместо помощи оказался в наручниках. Он думал о Грейс и о том, как доказать свою невиновность, а мысли о ее преданности грызли его нутро. Дела приняли неожиданный оборот, когда информация о его аресте быстро разошлась по СМИ. Его дело стало сенсацией. Простой человек с прекрасной собакой, который был обвинен в насильственном преступлении, которого не совершал. Судья назначил анализ ДНК, который должен был доказать его невиновность. Джон надеялся, что все скоро разрешится, и он вернется к Грейс. Спустя некоторое время Джон осознал, что правосудие оказывается не таким простым. Влиятельные люди угрожали судебным экспертам, принуждая их изменить результаты анализа ДНК. Судья, оказавшись под давлением, вынес обвинительный приговор, основываясь на поддельных документах. Джон был приговорен к 7 годам тюрьмы. В этот момент он почувствовал, что мир обрушивается у него под ногами. Мужчина, который никогда не совершал преступления, оказался под замком. Он не мог поверить, что его жизнь приняла такой поворот. Все вокруг него казались безразличными. Судья, полиция и репортеры не обращали на него внимания.
Только воспоминания о Грейс оставались Ави с ним. Ясно было одно: в его сердце всегда будет место для этой преданной собаки, ожидание которой становилось его единственным утешением. Тем временем Грейс день за днем ждала своего хозяина у выхода из зала международных прилетов. Сотрудники аэропорта сначала думали, что она потерялась, но, увидев ее преданность, стали относиться к ней с нежностью. Некоторые даже оставляли ей воду и еду. Но ничто не могло заменить присутствие Джона. Грейс продолжала ждать, каждый день надеясь, что ее любимый хозяин вернется. Однажды сотрудник аэропорта, увидев Грейс, решил снять видео с ней и выставить его в социальные сети. Это видео вскоре завирусилось. Тысячи людей были впечатлены ее преданностью. Грейс становилась символом истинной любви и надежды, и вместе с тем более очевидным напоминанием о том, что верность даже в самых трудных обстоятельствах невероятно ценна. После 7 долгих лет несправедливого заключения правда, наконец, вышла наружу. Упорные врачи раскрыли истинное положение дел, и судья, почувствовав свою вину, подверг критике систему за бездействие. Преступники, которые были вовлечены в это дело, признали свои ложные обвинения, и мужчину, наконец, освободили. Но ушло много времени, и возвращение домой стало покаянием. Джон вернулся в аэропорт, его сердце колотилось от волнения. Он боялся, что Грейс могла его не узнать. Когда он подошел к тому месту, где она ждала, она повернула голову. Сначала настороженно, а потом расправила свои ушки и замерла. Как будто вспомнив его запах и энергию, Грейс бросилась ему навстречу, и их воссоединение стало мощным моментом, полным любви и преданности. Однако время было неумолимо. Грейс старела, и ее здоровье ухудшалось. Настал день, когда, несмотря на все усилия, Джон потерял свою любимую собаку. Глубокая боль охватила его сердце, и он знал, что больше никогда не увидит ее. В момент прощания он ощутил, что Грейс ждала его не напрасно. Ее преданность стала для Джона величайшим уроком о любви и самоотречении. Спустя месяцы после освобождения Джон часто сидел на тех же местах, где он гулял с Грейс. Он искал утешения в воспоминаниях о своих прогулках с ней по паркам Нью-Йорка, где они ловили солнечные лучи и играли в мяч. Каждое утро начиналось с ее счастливого лая, когда он открывал двери, чтобы выпустить ее на свежий воздух. Прошло какое-то время с тех пор, как он последний раз видел свою золотую подругу. Он решил, что будет поддерживать ее память живой, продолжая их привычные традиции. Джон стал волонтером в приюте для животных, где помогал заботиться о бездомных собаках. Он стал благородным защитником жизни, которую когда-то имел с Грейс. Каждую неделю Джон приходил в приют, где его встречали с радостью. Он играл с собаками, угощал их лакомствами и обучал основам дрессировки. В то время как он относился к каждой собаке с любовью и заботой, он всегда чувствовал, что часть его сердца осталась с Грейс. Однажды, гуляя по двору, он заметил маленькую лайку, которая привлекла его внимание. Она с надеждой смотрела на людей, словно искала своего верного друга. Джон вспомнил Грейс, как она тоже когда-то с надеждой искала его в толпе. Это было знаковым моментом. Он решил взять малышку к себе на время, чтобы дать ей тепло и заботу. Он назвал ее Люси. Сначала она была осторожной, боялась его, как бы не повернувшуюся к уже потерянной привязанности. Но вскоре она раскрылась, так же, как когда-то Грейс. Джон начал ощущать, что хоть часть его сердца снова открывается для любви. Каждое утро они выходили гулять в те же парки, куда когда-то приходил с Грейс. Он приучал Люси к командам, водил ее на выступления и всячески заботился о ней. Все это напоминало ему о том счастье, которое дарила Грейс. Иногда он все еще чувствовал слезы на глазах, когда вспоминал Грейс, но теперь вместе с ними были и улыбки, когда он смотрел, как Люси играет с другими собаками. Каждый раз, когда он возвращался домой после долгого дня в приюте, в его сердце росло ощущение,
что жизнь продолжается. Грейс оставила в нем достаточно светлых воспоминаний, чтобы поддержать его в трудные моменты. Тем не менее, Джон всегда помнил урок, который оставила ему Грейс. Собака — это не просто друг. Это преданность и любовь в чистом виде. Начав свою новую жизнь с Люси, Джон также стал выходить за пределы приюта и организовывать благотворительные мероприятия, чтобы повысить осведомленность о бездомных животных. Каждый выпад — это его способ вернуть любовь, которую он получил от Грейс, другим. Он хотел, чтобы каждый домашний питомец имел шанс на любящий дом. Прошло время, и однажды в вечерний час, сидя на скамейке в парке, Джон и Люси наблюдали за закатом. В какой-то момент он ощутил, что будто Грейс рядом, и вся ее любовь наполнила его. Он понял, что любовь, дарованная Грейс, была вечной, и ее уроки оставались с ним на протяжении всей жизни. Он перестал чувствовать вину за то, что продолжал жить. Вместо этого он понял, что его любовь к Грейс стала частью его новой жизни, и он должен продолжать передавать ее дальше. К концу этого пути Джон уяснил, что жизнь — это не только о потерях, но и о приобретениях. Он научился любить снова и открыть сердце для нового, даже с воспоминаниями о Грейс, которые всегда будут у него в душе. И каждый раз, когда он играл с Люси, он знал, что Грейс, находясь где-то более высоко, одобряет его выбор и продолжает любить его издалека. Эта незримая связь, созданная в рамках их уникальной любви, усиливала преданность, которая навсегда останется в его сердце, как знак того, что настоящая любовь не уходит, а лишь принимает новые формы.